Приветствую, друзья! Ну и напоследок в данном ценовом сегменте я оставил великолепные гибридные наушники IO Audio Volare, внутри которых трудится динамик, 4 арматурных излучателя и, внимание, целых 4 электростатических драйвера. При этом все они завязаны на кроссовер, плотненько упакованы внутри, а со стороны звуковода снабжены двумя сменными акустическими фильтрами. Выглядят что наушники, что упаковка просто сногсшибательно. А количество комплектных амбушюр вообще поражает воображение. Отличные наушники, о них сегодня и поговорим. Собственно, поехали! Пришла модель в красивой такой кубической формы коробки с графиком АЧХ, наименованием модели и списком ее технических характеристик. Откуда мы узнаем, что внутри наушников установлен 8-мм динамик, 4 полнодиапазонных арматурных излучателя и целых 4 электростатических, что, как говорится, абсолютный рекорд. При этом чувствительность всей этой конструкции составляет 121 дБ, а ее импеданс около 5 Ом. Но не стоит обманываться, модель достаточно тяжела на раскачку. В комплект нам положили дорогой по виду плотный бокс, документацию, VIP-карту, тряпочку для ухода за наушниками, переходник с 3,5 на 6,35 мм разъем, пенки и целых 4 набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Хотя мне все равно гораздо лучше садятся КБ-07. Кабель выглядит солидно, он толстый, гибкий, с достаточно плотными заушинами, вилочными коннекторами и сменным штекером сразу на 3,5, 2,5 и пентакон 4,4 мм. По сопротивлению же это ровно 0,3 Ома на каждой из жил. Отличный кабель, менять такой нет смысла. Сами чашечки выполнены из гипоаллергенной смолы с отверстием для компенсации, бортиком для удержания амбушюр и 2 акустическими фильтрами в слегка утопленном звуководе. При желании их, естественно, можно заменить, тем самым в значительной мере повлияв на АЧХ и непосредственно звучание. Внешняя же часть тут просто шедевр. Казалось бы, обычный абстрактный узор, но смотрится это потрясающе. Посадка тоже отличная. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас абсолютно стандартный по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,6%, что, как я уже говорил, прекрасно укладывается в норму. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с пологим таким переходом на середину, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости и 3 пика на 8, 12,5 и 19 кГц, где первый нужен для усиления четкости звучания, а 2 других, чтобы на должном уровне довести верха до самых границ человеческого слуха. Как видите, это очень похоже на Yandin Moonlight, Canon 2 и T-Audio Hype 4, то есть на одном уровне с другими относительно дорогими решениями.
Главное, что мне хочется отметить, это просто разительное отличие их музыкального характера от тех же Tengzu Neza, Q-Audio Hype 4 и, например, Letsue Cadenza 4. Они, с одной стороны, гораздо чище и прозрачнее их всех, с куда лучшим разрешением, разделением и, возможно, даже динамикой, но с меньшим количеством воздуха, значительным уклоном в бас, менее выраженной телесностью и каким-то просто невероятным ощущением реалистичности всего происходящего. Без вообще какого-то окраса или даже намека на него. То есть это тоже очень подробное, объемное, я бы даже сказал, вкусное звучание, но оформлено оно в несколько ином ключе. По характеру это что-то близкое к T-Audio. Они тоже достаточно нейтральны, даже еще нейтральнее и суше, чем Hype 4. Однако на верхней части диапазона совершенно не похожи. Одновременно с тем у них много общего на верхах с Tengzu, что и неудивительно в силу их электростатической природы. Но последние прямо медово-сладкие, заводные и просто сверхэмоциональные. Валара же гораздо сдержаннее, столь же ровные и однородные в плане сочленения драйверов, очень естественные и тоже предельно гармоничные. Еще из особенностей Валары, в отличие от Neza и Hype 4, не выдвигает вокал из трека, а позиционирует его непосредственно там, где он, собственно, и должен быть. Ну и в негативном ключе отмечу, что героев обзора просто категорически нельзя слушать тихо. При низких значениях громкости качество падает чуть ли не до уровня бюджетных решений. Очень громко, кстати, тоже не надо, это может повредить слуху. Нормальный средний уровень будет в самый раз. Бас здесь хорошо выражен, глубокий и в меру текстурный. Серединке, на мой взгляд, чуть не достает акустической массы, но зато она четкая, прозрачная, с отличным разделением и очень неплохой выразительностью. Опять же, не так забористо, как в случае Neza и Hype 4. Тут более мониторный подход, но чисто, энергично и в меру эмоционально. Ну а на верхам, как собственно отмечает сам производитель, здесь делали особый акцент. Не в смысле яркости, агрессии или сибиллянтов, а в протяженности, цельной конструкции с серединой и тщательности их прорисовки. Лучше приготовленную перкуссию, друзья, еще поискать. Как я уже сказал, все здесь естественно, гармонично и максимально прозрачно. По стилистике они подойдут как для джаза, чего-то оркестрового или академического, так и для тяжелой, скоростной или танцевальной музыки. Совсем они справятся на отлично. По сравнению, Валары, конечно, не столь эффектны, как те же Neza или Hype 4, более сухие и сдержанные, но по своей однородности, тембральной насыщенности и протяженности перепутать их ни с чем не получится. Впрочем, если вы новичок, настоятельно не рекомендую брать эту модель. Велика вероятность, что вы ее не поймете и совершенно не оцените. Если честно, я и сам их раскусил, лишь погоняв несколько дней. Правда, после этого буквально в них влюбился. Очень круто звучат, но эта самая крутизна, увы, не на поверхности. В нее надо вслушиваться, ее нужно понимать. В остальном шикарные наушники практически без недостатков. Нюанс относительно громкости не в счет. Мало кто слушает музыку прямо тихо. Но сказать об этом, как вы понимаете, было необходимо. Итогом наушники Валары от компании IO Audio выполнены из тактильно приятной гипоаллергенной смолы, прекрасно сидят, имеют богатую упаковку и комплект, низкий уровень искажений, просто превосходную настройку АЧХ и естественное такое довольно-таки серьезное и сверхреалистичное звучание. Да, с легкой сухостью и уклоном в нейтральность, но с прекрасной
прекрасной передачей пространства сцены в глубину, включая вторичного плана образы, техничностью разделения и прорисовкой частотного диапазона до самых границ человеческого слуха. Не самая простая в плане понимания модель, так что брать ее рекомендуем только опытным в своем деле меломанам. Новички ее могут просто не оценить. Я же получил целую кучу удовольствия от прослушивания. А на этом у меня все. Это были наушники IO Audio Volare. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!